Привет, это канал IT User Help. И сегодня в этом коротком видео я покажу, как решить проблему не удается выполнить чтение с файла либо с диска. Ошибка может выглядеть вот таким образом. Не удается выполнить чтение с файла или диска. Либо так, не удается выполнить чтение с файла или с диска. Либо на английском языке cannot read from the source file or disk. И для решения этой проблемы нам нужно зайти в командную строку. Для этого в поиске английскими символами вводим CMD. В этом месте правой кнопкой мыши запуск от имени администратора. Зашли в командную строку и дальше нам нужно ввести команду chk dsk пробел номер диска, который мы хотим проверить. chk dsk пробел номер диска, буква диска, которую мы хотим проверить, двоеточие, пробел, слэш, маленькая f и нажимаем Enter. Идет проверка нашего диска. У меня диск очень маленький, это флеш-карта на 8 гигабайт, поэтому проверка произошла довольно быстро. Вообще этот процесс не быстро, занимает от 1 минуты, если это жесткий диск. И здесь у нас результат. Windows проверил файловую систему и не обнаружила проблем. Дальнейшие действия не требуются. Так и должно быть, потому что на моей флешке проблем нет. Все файлы читаются и записываются. В вашем случае может быть какая-то проблема, Windows найдет, и чаще всего она сама пытается их решить, либо предлагает какие-либо действия по решению этих проблем. Еще такой момент. Если вы попытаетесь проверить диск, на котором установлена операционная система, то выдаст такое сообщение, что невозможно выполнить команду «Проверить диск», так как указанный том используется другим процессом. Все правильно, на нем установлена операционная. Мы выбрали диск, на котором установлена операционная система. И на этом диске, так как операционная система работает, постоянно происходят изменения файлов, записи, удаления, изменения файлов, поэтому проверку невозможно выполнить. И далее нам предлагается выполнить проверку этого тома при следующей перезагрузке. То есть до того, как Windows полностью запустится, этот диск можно проверить. Чтобы выполнить такую проверку при следующей перезагрузке, вводим Y большую. Если не хотим проверять диск, то вводим N. Ввели Y, нажимаем Enter, и при следующей перезагрузке компьютера, то есть можно будет закрыть. Я не буду вводить Enter, так как не хочу проверять. У меня нет проблем на диске C. В вашем случае нажимаем Enter, закрываем командную строку и перезагружаем компьютер. После перезагрузки компьютера произойдет проверка диска C. Это займет некоторое время, минуту, 2-3, в зависимости от объема и количества файлов. Но проверится весь диск, и если есть какие-то проблемы, Windows попытается устранить. Если проблема не устранимая, то Windows, по крайней мере, даст вам знать о том, что есть какие-то проблемы. Чаще всего эти ошибки и проблемы устраняются, и вы сможете избавиться от ошибки. Невозможно от ошибки, не удается произвести чтение с файла или диска. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.